Привет, меня зовут Вика, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы вместе будем вязать крючком вот такой милый летний топ. Вяжется он максимально просто и быстро, я очень подробно все буду показывать и рассказывать. И связала я его из пряжи Картоп Органика, это 100% хлопок, в 50 граммах 125 метров. И чтобы полотно у меня было максимально таким легким и рыхлым, я взяла крючок 4 мм. Касаемо расхода пряжи, на мой топ ушло почти 3 мотка желтого цвета и меньше одного мотка белого цвета. Конечно, вы можете взять любую другую пряжу, которая вам нравится, другого цвета, другого состава, в общем, как вашей душе угодно. А прежде чем мы перейдем к вязанию, я попрошу вас подписаться на мой телеграм-канал. Там я делюсь больше какими-то жизненными моментами, творческим процессом. У меня там и про вязание, и про книги, и просто про мою жизнь. В общем, там я появляюсь намного чаще, поэтому, если вам интересно, обязательно переходите, подписывайтесь. Ну и, конечно, подпишитесь на этот канал, ведь здесь будет еще много-много всего интересного. Ну что, давайте начинать. Чтобы начать вязание, я делаю узелок таким образом. Кладу нить вот так на указательный палец, немного подвытягиваю нить, проворачиваю крючок на 360 градусов, чтобы образовалась вот такая петелька. Захватываю нить, идущую к клубку, и протягиваю в эту петельку. Затягиваю узелок, немного подвытягиваю петельку, чтобы она не была сильно затянута, и все, узелок готов. Дальше я набираю цепочку из воздушных петель нужной мне длины. Мой топ будет состоять из двух частей, то есть я отдельно свяжу переднюю часть и отдельно заднюю. Поэтому мне нужно, чтобы эта цепочка равнялась примерно половине моего обхвата груди. У меня обхват груди 90 сантиметров, значит одна часть топа должна быть примерно 45 сантиметров. Но я хочу, чтобы топ сидел посвободнее, а не в обтяг, поэтому я добавлю еще по 1-2 сантиметра на каждую часть. Вы набираете столько, сколько нужно лично вам, но важно, чтобы количество воздушных петель делилось на 4. Я по итогу набрала 80 воздушных петель. Теперь делаю одну воздушную петлю подъема, пропускаю одну петлю и во вторую петлю ввожу крючок, захватываю нить, вывожу, у меня 2 петли на крючке. Я снова захватываю нить и провязываю эти 2 петли вместе. Это столбик без накида. Ввожу крючок в следующую петлю, захватываю нить, вывожу и 2 петли провязываю вместе. Это второй столбик без накида. Такими столбиками без накида я вяжу до конца ряда. У меня было 80 воздушных петель, значит столбиков без накида в этом ряду тоже должно получиться 80. Этот ряд идет просто как установочный, его я за ряд считать не буду. Я провязала последний 80 столбик, делаю 2 воздушные петли, поворачиваю работу, делаю накид, отступаю 1 столбик и во второй столбик ввожу крючок, захватываю нить, вывожу. У меня получается 3 петли на крючке. Я захватываю нить и провязываю сначала 2 петли, у меня остается 2, и снова захватываю нить и оставшиеся 2 петли провязываю вместе. Это столбик с одним накидом. Снова делаю накид, ввожу крючок сюда же, в этот же столбик, захватываю нить, вывожу, у меня 3 петли на крючке, я провязываю сначала 2 петли вместе, у меня остается 2, и оставшиеся 2 петли провязываю вместе. Это второй столбик с накидом. Дальше я делаю одну воздушную петлю и сюда же снова в этот же столбик провязываю еще 2 столбика с одним накидом. Дальше отступаю 3 столбика и в 4-й столбик провязываю 2 столбика с накидом. Затем делаю одну воздушную петлю и сюда же снова 2 столбика с накидом. Снова отступаю 3 столбика и в 4-й столбик провязываю 2 столбика с накидом. Делаю воздушную петлю и сюда же еще 2 столбика с накидом. И снова пропускаю 3 столбика, в 4-й столбик вяжу 2 столбика с накидом.
воздушную петлю и в него же еще 2 столбика с накидом. То есть я вяжу весь ряд вот такими веерами. Обратите внимание, что между вот этими пучками из 2 столбиков, которые я провязываю в один и тот же столбик, делается 1 воздушная петля. А вот здесь между этими веерами воздушная петля не делается. И таким образом я вяжу до конца ряда, пропуская 3 столбика и в 4-й столбик провязывая 2 столбика с накидом, воздушную петлю и еще 2 столбика с накидом. Я дошла до конца ряда, провязала последний веер, и у меня осталось 2 свободных столбика. Один столбик я пропускаю и в последний столбик вяжу 1 столбик с накидом. Все, первый ряд готов. Перехожу к вязанию следующего ряда. Делаю 2 воздушные петли и поворачиваю работу. Делаю накид на крючок, и вот сюда под арку из воздушной петли я провязываю 2 столбика с накидом. Делаю воздушную петлю и сюда же под эту же арку делаю еще 2 столбика с накидом. Затем вяжу также 2 столбика с накидом под следующую арку из воздушной петли. Делаю воздушную петлю и сюда же еще 2 столбика с накидом. То есть я вяжу точно так же, как вязала прошлый ряд, но здесь все еще проще, потому что не надо отсчитывать столбики, и я просто вяжу такие же вееры под каждую арку из воздушной петли. Вяжу так до конца ряда. Я дошла до конца ряда, провязываю последний веер под последнюю арку. И у меня осталось здесь 2 свободных столбика. Один столбик пропускаю и в последний столбик провязываю 1 столбик с накидом. Второй ряд готов, перехожу к вязанию третьего. Делаю 2 воздушные петли, поворачиваю работу и сразу под первую арку провязываю 2 столбика с накидом. Делаю воздушную петлю и сюда же еще 2 столбика с накидом. Под следующую арку из воздушной петли также вяжу 2 столбика с накидом, воздушную петлю и еще 2 столбика с накидом. То есть ничего нового, все точно так же, как и в прошлом ряду. Также под каждую арку из воздушной петли вяжу 2 столбика с накидом, воздушную петлю и еще 2 столбика с накидом. Так будет выглядеть каждый ряд, поэтому дальше вы вяжете самостоятельно вверх нужную вам длину, пока не дойдете до того места, где у вас уже будут начинаться лямки. Я провязала всего 17 рядов вверх, это не считая первого установочного. Теперь буду вязать лямки. Сначала я в конце последнего ряда делаю 1 воздушную петлю, вытягиваю нить и обрезаю ее. И чтобы у меня не нарушался узор, я поворачиваю работу, то есть так, чтобы у меня вот этот кончик от конца вязания был с правой стороны. Делаю узелок уже знакомым способом. Отсчитываю от начала ряда 3 арки и вязать начну с 4-й. Первый столбик этой арки я ввожу крючок, захватываю готовую петельку и протягиваю в этот столбик. Делаю 2 воздушные петли. Затем делаю накид на крючок и в первую арку провязываю 2 столбика с накидом. Делаю воздушную петлю и сюда же еще 2 столбика с накидом. Под следующую арку также делаю 2 столбика с накидом, воздушную петлю и еще 2 столбика. И под третью арку делаю такой же обычный веер. Затем делаю 2 воздушные петли, поворачиваю работу и сразу под первую арку вяжу обычный веер из 2 столбиков с накидом, воздушной петли и еще 2 столбиков. Такой же веер под вторую арку. И еще один веер под третью арку. Дальше один из оставшихся столбиков пропускаю и в последний столбик вяжу столбик без накида.
И как обычно 2 воздушные петли и следующий ряд вяжу точно так же. То есть лямка вяжется абсолютно так же, как и само тело топа, разница лишь в количестве вееров. Итак, вы вяжете нужную вам длину лямки, но учитывайте, что она у вас еще немного растянется, тем более если вы, как и я, вяжете свободно. Поэтому лучше свяжите чуть покороче ее, чем нужно, иначе у вас может слишком низко потом висеть топ. У меня лямка состоит из 13 рядов, и когда я закончила 13 ряд, я вытягиваю нить подлиннее, примерно раза в 4 больше, чем ширина самой лямки, чтобы потом этой же нитью пришить спину к переду. Отрезаю, делаю воздушную петлю и вытягиваю нить. Теперь буду вязать вторую лямку. Сначала делаю узелок своим обычным способом. И эту лямку нужно начинать вязать в ту же сторону, в какую я вязала предыдущую лямку, поэтому от конца я отсчитываю 6 вееров, то есть 3, которые я просто отступала от края, и еще 3 это ширина самой лямки. Вот сюда в первый столбик 6-го веера я ввожу готовую петельку и делаю 2 воздушные петли. Затем в ближайшие 3 арки провязываю обычные вееры из 2 столбиков с накидом, воздушной петли и еще 2 столбиков с накидом. Делаю 2 воздушные петли, поворачиваю работу и продолжаю вязать эту лямку точно так же, как вязала предыдущую. То есть ничего нового, ничего необычного, обе лямки вяжутся абсолютно одинаково и должны быть одинаковой длины, поэтому я вяжу всего 13 рядов вверх. И не забудьте на этой лямке также оставить в конце нить подлиннее, чтобы потом ею пришить перед к спине. Вторую часть топа я связала точно так же, то есть перед и спина у меня абсолютно одинаковые, никакой разницы в них нет. Единственное, вот эти длинные нити на лямках для сшивания я оставила только на одной части, неважно на какой, на передней либо на задней. На второй части они, естественно, не нужны. Итак, переходим к сшиванию двух деталей. Я кладу одну часть лицевой стороной к себе, и вторую часть кладу сверху изнаночной стороной к себе. То есть я прикладываю детали лицевыми сторонами друг к другу. Чтобы приступить к сшиванию лямок, нужно, чтобы вот эта длинная нить, которую я оставила, была у меня с правой стороны. Итак, я ввожу крючок в первый столбик на ближайшей ко мне детали и сразу в первый столбик на второй детали. Захватываю нить, провожу ее через оба эти столбика и делаю одну воздушную петлю. Затем ввожу крючок в следующий столбик на ближайшей ко мне детали и в следующий столбик на второй детали. Захватываю нить, вывожу, у меня получается 2 петли на крючке. Одну петлю я протягиваю через вторую, это соединительный столбик. Дальше ввожу крючок в следующие 2 столбика на обеих деталях, захватываю нить, вывожу и одну петлю протягиваю через вторую. И дальше у меня идет вот эта воздушная петля, которую я провязывала в середине каждого веера. Я ввожу крючок прямо под эти арки и также провязываю соединительный столбик. Провязываю дальше 2 соединительных столбика в оставшиеся столбики этого веера. Как вы помните, между самими веерами я воздушную петлю не делала, поэтому перехожу сразу к следующему вееру, провязываю по соединительному столбику в первые 2 столбика этого веера. Затем соединительный столбик под арку из воздушной петли. И дальше снова по соединительному столбику в оставшиеся 2 столбика этого веера. И так соединяю лямку до конца. Не забывайте, что по центру каждого веера у нас есть арка из воздушной петли, под нее мы провязываем соединительный столбик, а между веерами воздушной петли нет, там мы под арку ничего не провязываем, а переходим сразу от одного веера к другому.
Итак, я соединила последние столбики лямок, делаю воздушную петлю и вытягиваю нить. Вот так шов выглядит с изнаночной стороны, а вот так с лицевой. И точно так же сшиваю 2 другие лямки. А теперь я покажу, как сшивать бока. Здесь я длинных нитей не оставляла, поэтому беру нить, делаю узелок своим обычным способом. Ввожу крючок вот сюда в самый низ на одной и на другой стороне. Протягиваю готовую петельку через оба эти столбика и делаю воздушную петлю. Теперь смотрите, я сейчас ввела нить под воздушные петли, с которых начинала вязание каждой стороны. Дальше у меня идет первый ряд, который я провязывала столбиками без накида. Я ввожу крючок в крайний столбик этого ряда с одной стороны и также с другой стороны. Захватываю нить, вывожу и провязываю соединительный столбик. Дальше у меня идут ряды столбиками с накидом. Я ввожу крючок в нижнюю часть крайнего столбика с одной стороны и также в нижнюю часть крайнего столбика с другой стороны. Провязываю соединительный столбик. Теперь ввожу крючок в верхнюю часть этого же столбика с одной стороны и в верхнюю часть того же столбика с другой стороны. Провязываю соединительный столбик. Дальше идет следующий ряд столбиками с накидом. Я ввожу крючок в нижнюю часть крайнего столбика с накидом с одной стороны и также с другой стороны. Провязываю соединительный столбик. И дальше ввожу крючок в верхнюю часть этого же столбика с одной и с другой стороны. Провязываю соединительный столбик. Так соединяю до конца. То есть я каждый столбик с накидом на одной детали присоединяю к столбику с накидом на другой детали 2 соединительными столбиками. Дойдя до конца, провязываю последний соединительный столбик, делаю воздушную петлю, вытягиваю нить и отрезаю. И точно так же сшиваю второй бок. Дальше я сделаю обвязку по низу топа. Для этого я беру белую нить, делаю узелок уже знакомым нам способом и начну обвязку я прямо от шва, соединяющего спину и перед. Ввожу крючок в первый после шва столбик и протягиваю в него готовую петельку. Делаю 2 воздушные петли, делаю накид и ввожу крючок в этот же столбик. Обратите внимание, что я сразу прячу вот эти 2 ниточки, располагая их над крючком, но под рабочей нитью. Итак, я провязываю столбик с одним накидом и сюда же снова в этот же столбик провязываю еще один столбик с накидом. Дальше в следующий столбик провязываю сразу 3 столбика с одним накидом. И также в следующий столбик тоже 3 столбика с накидом. И не забывайте, что я сразу ввязываю кончики ниток, но, конечно, это не обязательно, можно их спрятать и после. Итак, я вяжу до самого конца, то есть делаю обвязку по кругу по всему низу топа, провязывая по 3 столбика с накидом в каждый столбик. Когда я дошла до места, с которого начинала обвязку, провязываю в последний свободный столбик также 3 столбика с накидом и провязываю соединительный столбик вот сюда в верхушку первого столбика. Делаю воздушную петлю, вытягиваю нить и обрезаю. Дальше буду делать обвязку вот здесь по подмышечному вырезу и по лямке. Снова беру белую нить, делаю узелок, ввожу крючок в первый столбик после шва в области подмышки,
Протягиваю в него готовую петельку и делаю одну воздушную петлю. Здесь первый ряд обвязки я сделаю столбиками без накида, поэтому ввожу крючок в следующий столбик, захватываю нить, вывожу и провязываю столбик без накида. Обратите внимание, что здесь я тоже сразу ввязываю кончики ниток. Провязываю в следующий столбик также столбик без накида, и дальше у меня идет арка из воздушной петли. Прямо под нее я провязываю столбик без накида. Дальше в следующие 4 столбика по одному столбику без накида. И снова столбик без накида под арку из воздушной петли. Так вяжу, пока не перейду на лямку. Я дошла до перехода на лямку. Здесь провязываю столбик без накида вот сюда в столбик, из которого уже выходит лямка. То есть он уже занят, но я все равно провязываю его, чтобы все было аккуратно. И дальше у меня идут бока рядов столбиками с накидом. Я ввожу крючок в нижнюю часть первого столбика и провязываю столбик без накида. Затем ввожу крючок в верхнюю часть этого же столбика с накидом и провязываю столбик без накида. Думаю, вы уже поняли принцип. По такому же принципу мы соединяли бока, провязывая по 2 соединительных столбика в каждый столбик с накидом. Только здесь мы провязываем по 2 столбика без накида в каждый столбик с накидом. Так я делаю обвязку по всей этой лямке, переходя к подмышке, пока не дойду до того места, откуда начала эту обвязку. Я дошла до конца, провязываю последний столбик без накида и делаю соединительный столбик в верхушку первого столбика. Делаю 2 воздушные петли и перехожу ко второму ряду обвязки. В этот же столбик провязываю еще 2 столбика с накидом. В следующий столбик вяжу 3 столбика с одним накидом. И в следующий столбик также 3 столбика с накидом. И так я вяжу весь ряд обвязки. То есть здесь все точно так же, как в обвязке по низу. В каждый столбик вяжу по 3 столбика с накидом. И вяжу так до самого конца по кругу. И мне осталось сделать последнюю обвязку. Я, как обычно, делаю узелок и ввожу крючок в любое место на спине. Я введу вот сюда, в предпоследнюю арку перед лямкой. Захватываю петельку, протягиваю ее в этот столбик и делаю одну воздушную петлю. В следующий столбик провязываю столбик без накида. В следующие 2 столбика также по одному столбику без накида. А дальше столбик без накида под арку из воздушной петли. В оставшиеся 2 столбика также по одному столбику без накида. И дальше перехожу на лямку. Здесь принцип такой же, как на внешней стороне лямки. В каждый столбик с накидом я провязываю по 2 столбика без накида. Так вяжу по кругу, пока не дойду до того места, откуда начала обвязку. Дошла до конца ряда, провязываю соединительный столбик в верхушку первого столбика, делаю воздушную петлю, вытягиваю нить и обрезаю. Здесь я сделаю только один ряд обвязки, то есть делать рюшку я здесь не буду. Если вы хотите, то, конечно, можете сделать, но мне больше нравится так. И последнее, что осталось связать, это шнурок. Для этого я возьму крючок поменьше, 3,5 мм. Беру также белую нить, делаю узелок и набираю цепочку из воздушных петель такой длины, какой я хочу, чтобы у меня был шнурок. Я набираю на глаз, периодически примеряя по себе, и я не скажу точное количество петель, но шнурок у меня получился в итоге примерно 125 сантиметров. Когда цепочка из воздушных петель готова, я ввожу крючок во вторую петлю, захватываю нить, вывожу и провязываю соединительный столбик. Ввожу крючок в следующий столбик и также провязываю соединительный столбик. То есть я до самого конца цепочки вяжу соединительные столбики. Старайтесь не вязать слишком туго, чтобы шнурок не получился жестким. Когда дошла до конца ряда, делаю воздушную петлю,
Вытягиваю нить и обрезаю. Как я ввожу шнурок в топ? Я нахожу середину на передней части топа и на высоте 7-го ряда снизу провожу шнурок вот таким образом за целым веером. То есть ввожу шнурок с одной стороны веера и вывожу наружу с другой стороны веера. Один веер пропускаю и следующий веер также огибаю шнурком. Снова пропускаю один веер и под следующим веером провожу шнурок. Думаю, вы поняли принцип. Я делаю так по всей окружности топа. Я дошла до середины передней части, то есть у меня два конца шнурка вот таким образом встретились. Когда я надену топ, я затяну шнурок как нужно и завяжу бантик. И давайте покажу, как я прячу кончики ниток. Я делаю это с помощью иглы, ввожу кончик нити в иглу и просто провожу ее вот таким образом через ближайшие столбики, пряча нить прямо в ряду. Когда достаточно закрепила нить, оставшийся кончик отрезаю. И на шнурке я вот эти два кончика сначала завязываю на узелок, а потом также по одному прячу в ряду с помощью иглы. И вот такой результат у меня в итоге получился. Мне очень нравится этот топ, смотрится он нежно и по-летнему. В общем, я максимально довольна. Пишите в комментариях, как вам этот топ, и задавайте вопросы, если вдруг что-то было не совсем понятно. И я еще раз напомню, что у меня есть телеграм-канал. Если вам интересно, обязательно переходите, подписывайтесь. Ну и, конечно же, подпишитесь на этот канал, ведь здесь будет еще очень много всего интересного.